Blood West — это инди-проект, изданный New Blood, выпущенный в 2023 году и посвященный выживанию на проклятом Диком Западе. Очень проклятом Диком Западе. Не так давно я рассказал вам про Gloomwood, качественный Immersive Sim, который показывает, насколько инди-разработчики способны создавать проработанные до мелочей игры. И еще тогда я думал, что надо бы как-нибудь рассказать вам про Blood West. Как раз обе игры изданы New Blood. Я познакомился с Blood West в 2022 году, когда она была в раннем доступе. Тогда Blood West зацепил меня своей атмосферой, неплохим игровым процессом, но полноценное знакомство я отложил до релиза. И вот игра уже полностью вышла. Более того, для нее даже сделали отдельное платное DLC. И по такому случаю мне захотелось рассказать вам про этот проект. Присаживайтесь поудобнее, наберите себе чего-нибудь вкусного и внимательно слушайте. Сегодня я расскажу вам про Blood West. Вот иногда гуляешь себе по Дикому Западу, ищешь лут интересный, а тут дама гуляет. Вроде вся прекрасная, да вот только под маской там монстр, а в руке у нее дробовик. Да уж, знакомство это явно не так легко. А вот в реальной жизни можно просто зайти в ковер. Это приложение для знакомств на максималках, где вы можете без проблем найти себе вторую половинку, друга или компашку на мероприятие. Не теряй время, скачивай ковер, пока я рассказываю главные фишки, а в конце, парни, вас ждет бонус. Ковер — это вам не свайпы из Тиндера. Здесь можно написать любому интересному вам человеку, а перед этим удобно отсортировать все анкеты по городу, полу, возрасту, интересам и целям. А еще здесь есть афиша с кучей событий, будь то стендапы, экскурсии, концерты или нечто иное. Так что можно найти подходящий ивент и компашку под него. Есть даже особые подборки событий для любителей погорячее. О, вы знаете, о чем я. Парни, а теперь бонус для вас. Сейчас в ковре соотношение парней и девушек 30/70, а это значит, найти ту самую будет гораздо легче. Скорее скачивайте ковер по ссылке в описании или QR-коду на экране. Игра начинается с нарисованной заставки, где нам кратко говорят о том, что земли Дикого Запада были прокляты. Люди превратились в страшное нечто, каждый по-разному, а наш герой — труп, которого тащит некий шаман в горы. Затем мы оживаем. Здесь начинается игровой процесс. Мы очнулись, и рядом находится тотем с духами, которые хотят с нами поговорить. Они вернули героя с того света, и теперь он является ожившим мертвецом, задача которого — борьба с проклятием. Нам нужно будет исследовать относительно просторную карту и собирать на ней проклятое золото, из-за которого в этих местах и начались проблемы. А по итогу нужно будет сразить особую тварь и затем отправиться в новые земли, где также бушует зло. Но для начала следует познакомиться с геймплейной базой Blood West. Для начала с основными механиками нас знакомит обучение. Сразу после разговора с духами придется пройти через пещеры с монстрами, где нас поучат стелсу через броски камней, а также боевки с применением ржавого револьвера и топора. Поначалу Blood West напоминает крайне стандартный стелс Immersive Sim наподобие Gloomwood, Deus Ex или FIF, только с более приятной боевкой. Мы здесь не герой типичного бумер-шутера, выкашивающий врагов пачками. Мы скорее охотник, который аккуратно устраняет нежить, желательно из тени. Патронов на огнестрел мало, особенно в начале игры, а мощность и точность того же ржавого револьвера оставляет желать лучшего. Добавьте к этому еще и то, что разных противников нужно убивать разными патронами. И да, в Blood West несколько видов пулек. Серебро на духов, золото на усиленных врагов, а огонь используется по праздникам. Ближний бой, напротив, радует даже когда у вас в руках стартовый топор. Силовая атака спокойно убивает нежить с одного удара по голове. Вот только сближаться с врагами слишком опасно. Они здесь способны убить вас всего с пары-тройки попаданий. А если вы не попадете по голове, то бой может затянуться. Важная ремарка. Попадание в голову в большинстве случаев так и так убьет нежить, хоть с револьвера, хоть с ножа, хоть с арбалета. Вот только враги здесь двигаются резко и рвано, из-за чего попасть бывает тяжело.
Конкретно огнестрел, и точнее ржавый револьвер в наших руках трясется хлеще, чем руки заводчан после часового перекура. И имея такие данные, думаю, очевидно, что лезть в лобовое столкновение – идея не самая разумная. Вы, вероятно, быстро получите по лицу. Здесь откроется одна из особенностей Blood West. Смерть — это не конец. После гибели вы просто очнетесь в безопасной зоне, весь награбленный лут останется при вас, но часть убитых врагов воскреснет. А также вы получите один рандомный дебаф, уменьшение здоровья, выносливости или что-то подобное. Снять этот самый дебаф можно будет, принеся проклятую монету к тотему с духами. И лично у меня этих монет под конец было так много, что меня все эти проклятия совсем не пугали. Также по ходу игры у нас появится много способов снимать проклятия, там и специальные артефакты, и пушки, которые награждают вас за особый скилл. Например, в игре есть револьвер, который за 5 хедшотов подряд снимает с вас одно проклятие. Но, как показывает практика, после пары глупых смертей у вас все равно пропадет желание геройствовать, и появится желание почаще нажимать кнопку приседания и научиться вырезать всех по стелсу. Желательно из лука. Здесь в игру вступает полоска обнаружения. Честно скажу, механика крайне интересная. Лично я ее вижу, кажется, впервые. По крайней мере, сейчас не могу вспомнить, где еще видел подобное. Прикол вот в чем. Враги здесь вас не замечают мгновенно. Для начала нужно, чтобы заполнилась вот эта полоска. Заполняет ее шум ваших шагов и визуальный контакт. Ну или, проще говоря, когда вас видят. И вот если в стандартных стелс-экшенах можно просто присесть, и тогда вас никогда никто не услышит, то здесь даже шаг в приседе будет постепенно заполнять заветную полоску. Таким образом, в тупую ходить в приседе и просто резать всех по затылкам не получится. Придется частенько останавливаться на месте, дабы сбить обнаружение. И такие моменты неплохо нагоняют напряжение. Ведь враг всегда может внезапно обернуться. Но здесь вас могут спасти те самые камни из обучения. Кинули в нужную сторону, и вот мертвяк уже стоит к вам спиной. Отдельный забавный момент в том, что враги, кажется, не особо слышат выстрелы. Ну, точнее как. Если вы стреляете, враги замечают выстрелы и иногда реагируют на них. Но если вы внезапно выстрелите из револьвера в голову какому-нибудь мертвяку, другие мертвяки это даже не заметят. Они заметят сам труп своего товарища, но выстрел они не услышат и не увидят. Так что вам не обязателен лук для стелса. Лук здесь скорее нужен, чтобы экономить пули, ведь стрелу хотя бы можно вытащить из тушки противника. А вот пульку уже нет, а это ценный ресурс. Вообще в игре еще есть прокачка. За убийство тварей и выполнение заданий наш герой получает опыт, и при накоплении которого можно повысить уровень и раскидать себе навыки. Именно при помощи прокачки можно поднять себе здоровье, улучшить выносливость, урон в ближнем бою, показатель скрытности и многое другое. В целом базовая такая прокачка, ничего прям необычного. Меня лишь позабавила возможность прокачать устойчивость к алкоголю. Но даже это полезная штука. В игре есть много разных склянок с напитками, что повышают те или иные статы персонажа. Хилят вас, усиливают атаку и все такое. И да, большая часть из них это разные сорта алкоголя. Это что получается? Во время исследования мира я буду стабильно забивать свой инвентарь тоннами алкашки? Хорошая игра. После обучающих пещер мы выберемся к шаману, которого видели в заставке. И кажется, он не особо удивлен нашему возвращению с того света. Место обитания шамана — это безопасная зона, где мы можем поторговать, отдохнуть на кровати, сложить свои пожитки в сундук и поболтать с духами или взять доп-квест. Впоследствии в игре в каждой локации будет как минимум одно такое безопасное место для передышки. С этого момента стартует основной игровой процесс. Шаман нам советует добраться поближе к местному городку и там обосноваться на еще одной сейф-зоне. А там уже духи будут предлагать нам походить по округе и собрать куски проклятого золота. Здесь начинается наш игровой цикл. Закупаемся полезными вещами в сейф-зоне за найденные доллары, а затем отправляемся на вылазку в ближайший городок, шахту, форт или еще какое сооружение. В этих вылазках нам нужно будет найти какой-либо квестовый предмет и вернуться с ним на базу. По пути можно будет полутаться. Все начиная от кусков нежити, золотых самородков, оружия и заканчивая разными редкими вещицами и артефактами нам явно пригодится.
Да, забавный момент. Если так вот описывать игру, то она быстро начинает вызывать ассоциации с другой игрой про суровое выживание. Сталкер. В целом, именно так я бы описал кратко жанр Бладвеста. Это такой сталкер, но в реалиях проклятого Дикого Запада. Тусим в убежищах, покупаем патроны, закупаем клевые шмотки и топаем на вылазки за ценными вещами. И так, постепенно продвигаясь по сюжету игры, мы доберемся до очага проклятия и попытаемся его уничтожить. Единственное принципиальное отличие Бладвеста от Сталкера — это отсутствие мирных NPC. Ну, точнее как, в сейф-зонах, само собой, встретится и шаман, и другой ковбой, и девушка, проклятая какой-то болезнью, и так далее, так далее. Но они будут находиться исключительно в сейф-зонах и выступать для нас с эдакими торговцами. А вот в мире игры никаких мирняков мы не встретим. Вместе с геймплейным циклом Bloodwest напоминает мне Stalker своей слегка тягучей атмосферой, по крайней мере большую часть времени. Визуал здесь по классике большинства инди-проектов, сделан закосом под старину. Лоу-поли модели, пиксельные текстуры, но при этом картинку тщательно пытаются украшать неплохим освещением. Каждый враг имеет свой запоминающийся жуткий визуальный образ, а локации в большинстве своем — это заброшенные места, где когда-то царила жизнь. Либо огромные пещеры с кучей неочевидных проходов и тайных тоннелей. А некоторые места прокляты настолько, что даже напоминают мне аномальные зоны. При этом в игре отличный звук. Всякие хрипы врагов и их громкий топот всегда отчетливо слышен. Моменты, когда ты крадешься по очередному опасному форту, в надежде натырить себе шмоток и свалить. Хотя, конечно, хочется отметить, начиная со второй главы, местами тон игры сменится на скорее более саркастичный, и сама атмосфера уже больше будет отдавать черным юмором, нежели пугающей атмосферой. Тут и встретится понтовый скелет-ковбой, и девушка, что потеряла свою кожу, которая потом станет прекрасной дамой, и даже говорящая мертвая лошадь, что может подарить вам свое ребро с имбовыми статами. Окей. Раз большая часть игрового процесса — это исследование мира и поиск ценных вещиц, то, я думаю, стоит поговорить чуть больше про локации и мир игры в целом. Структурно игра поделена на 3 главы, или же 3 большие зоны. Пустынные каньоны, где и начинается наш путь, мрачные леса и особо проклятые горы. В конце каждой такой зоны нас ждет босс, после победы над которым глава завершится, и мы отправимся дальше. Но в случае финальной главы игра закончится. Мир здесь не открытый, перейти на старые локации обратно будет нельзя. Так что если вы вдруг не зачистили каньоны до конца и утопали в лес, то знайте, пропущенный лут останется там навсегда. Сами локации сделаны очень добротно. Вымерший город, массивный форт, опасная расщелина или кровавые воды. Каждое место по-своему уникальное, и даже схожие постройки все еще сильно различаются. Форт в каньоне небольшой и вполне открытый, из-за чего к нему легко подобраться с любой стороны. В то же время огромный лесной форт из 2 главы — это массивное сооружение, куда не так легко попасть. Его придется либо очень долго обходить, чтобы пройти к задним воротам, либо лезть через подземный проход с запутанными туннелями и опасными тварями в водоемах. Даже в мелких локациях здесь есть легкая вариативность. Например, прибыв на ферму в каньоне, можно попытаться ее исследовать как задумано. Пообыскать дом, потом пойти в пещеры. А можно приметить колодец, в который на самом деле можно залезть, и это короткий путь почти в самый конец пещер. Очень элегантный такой обход. Вообще игру часто описывают как Immersive Sim. И с этим можно даже частично согласиться. Вариативность в пробеге локаций, выбор стиля игры, атмосферы и упор на погружение явно присутствуют. Но лично меня в этом вопросе слегка коробит один момент. Мир здесь хоть и проработанный, но все-таки статичный. Никакие ящики и коробки подвигать нельзя, а значит придумать креативное решение какой-то задачи не получится. Никаких кнопок, ловушек или чего-то такого не найдется. Если в условном Gloomwood мир — это пазл, который можно использовать себе во благо, и там очень часто можно сократить половину локации просто креативным решением, то тут это именно статичные, но очень добротно проработанные декорации с хорошим левел-дизайном. Это неплохо и не хорошо, просто лично я люблю более динамичные миры, и поэтому я считал важным это отметить.
Единственное, что я хочу отметить касательно именно проработки, зона каньона из первой главы явно отстает от того же леса и гор. В целом это неудивительно. Главы игры выходили постепенно, с большими промежутками, и разработчики явно успели набить руку на создании подобных локаций. По крайней мере, так это мне видится. Но, как факт, каньон мне показался заметно проще, чем все остальное. Тут больше пустых пространств, и сами локации не такие детальные, как в финале игры. Но зачем вообще шарахаться по всем этим местам? Ведь если посмотреть на сюжетные задания, то они нас погонят от силы в половину мест на карте. Еще парочку можно исследовать во время доп-квестов, но их тут всего штуки 3-4 на всю игру. Основная наша мотивация к изучению мира — это поиски всяких ценностей, дорогих особых пушек и прочих полезностей. Да, я уже говорил, начинаем игру мы с ржавым револьвером и топором. При желании можно прикупить что-то получше в сейф-зонах у торговцев, но здесь нам понадобятся деньги, которые проще всего получить за продажу всяких ценностей или кусков монстров, которые можно добыть в боях. Причем экономика в игре неровная. В первой главе я уже на последних заданиях умудрился скупить абсолютно все ценные вещи у торговцев. И это я еще не изучил часть локаций. А вот на второй и третьей главе становится заметно тяжелее. Цены вырастают в разы, а доходы с нарезанных частей монстров не сильно радуют. Можно, конечно, поискать особые артефакты и продать их за ненадобностью, но, честно говоря, не мой это подход. Я любил все складировать. Из-за этого минимум пару интересных мне вещиц я не прикупил. Хотя это не столь страшно, ведь самые вкусные вещицы все еще придется искать. Blood West можно частично, кстати, назвать лутер-шутером, но, правда, в хорошем смысле. Всяких интересных пушек здесь гора. Револьверы, винтовки, дробовики и обрезы, луки и топоры с ножами найдутся в огромном количестве. У любого врага с огнестрелом в инвентаре точно будет при себе пушка, так что без огнестрела вы не останетесь. Но самое интересное — это особые, так сказать, необычные оружия. Такие как раз находятся в тайниках на локациях, либо у торговцев на продаже. Встречаются такие редкие экземпляры очень редко и в единичных вариантах, но взамен имеют очень интересные особенности. Вот вам, например, кровавый лук, который не требует стрел, но взамен за каждый выстрел снимает у вас по 5 хп. Или винтовка, которая получает отличные бафы, если вы знатно напьетесь. И еще найдутся всякие оружия и артефакты для стелса. Благодаря ним можно будет бегать на глазах у врагов и все равно оставаться незамеченным. Причем свойства вещиц бывают очень необычные. Так в игре несколько пушек и артефактов есть, которые нельзя снять до вашей смерти. Буквально взяли в руки, а убрать нельзя. Я так пол игры пробегал с золотым обрезом, который снижал цены у торговцев на 20%. Крайне интересный трейд-офф. Вроде наказания, ведь слот будет всегда занят обрезом, пока я не умру. И я не могу положить туда нож или револьвер. А вроде бы я получаю неплохую выгоду, ведь торговаться с торговцами стало гораздо легче. Отдельного внимания заслуживает кубик хаоса. Это артефакт, при напяливании которого он разыгрывает число от 1 до 6. В зависимости от числа накидывается эффект. Таким образом можно снять с себя все проклятия, получить рандомный лут или телепортироваться в недоступную пещеру. Но мой боевой любимчик — это топор Берсерка. Массивный, медленный, но очень мощный топор, который повышается урон за каждую недостающую единицу здоровья в вашем хп-баре. Найдя эту штуку, я сразу вкачал себе скорость атаки оружием ближнего боя и сильно развил свой запас здоровья до более чем 300 единиц. Допом взял навык Берсерка, который дополнительно повышает урон за каждый недостающий процент здоровья. После этого получаешь около 200 единиц урона и получаешь имбу. Топор, что бьет почти на 300 урона просто в лицо, без учета критов. И при этом я все еще бегаю с 100 хп, что позволяет пережить многие атаки врагов. Главное вовремя хилки прожимать в критичных ситуациях. Полезного лута в игре в целом очень даже много. Разные виды алкоголя, что будут улучшать показатели героя, всякие побрякушки, одежда и артефакты, которые можно напялить и получить бафы. И все в этом роде. Лута много. Прям очень много. Под конец игры сундук в хаб-локации был набит таким огромным количеством хлама, что с ума сойти можно было.
Отдельно хочется отметить сейфы. В каждой игровой зоне на локациях можно найти особо запрятанные сейфы. Чтобы открыть такой, нужно найти сначала ключ, который также где-то спрятан в мире, и не обязательно рядом с сейфом. И все, в принципе, логично. Отыскали ключ, открыли ящик, и там в награду вас ждет приятная добыча. Вполне такая привычная механика. Но я искренне не понимаю ее исполнения. Как пример, в первой главе с каньонами у нас где-то пара-тройка сейфов на всю зону, и при этом столько же ключей. Ну, то есть все ровно. Во второй главе, лесу, уже около 6 или 8 ключей, и при этом всего 1-2 сейфа на весь лес. В третьей главе все опять ровно становится, около 5 сейфов и 5 ключей. У меня сложилось впечатление, что это я просто не смог отыскать сейфы во второй главе, но нет, даже в обсуждениях Стима люди задаются таким вопросом. С чем связано такое странное провисание во второй главе, мне непонятно. При том, что ключей наваливают пачками, а вот открывать ими абсолютно нечего. Но это не главное разочарование. Разочаровала меня награда. Как я уже говорил, экономика здесь устроена так, что каждая последующая глава требует от вас все больше и больше денег на всякие необычные шмотки. И вот, казалось бы, металлические ящики, закрытые сейфы подходят для того, чтобы редко давать игроку кучу денег. Но на деле баланс вышел в окно. Награды в сейфах из 2 и 3 главы почти ничем не отличаются от первой. Но вот только если в начале игры получить лишние 300 или 500 долларов это было очень хорошо, то в конце игры это скорее выглядит как насмешка. У меня сложилось впечатление, что разработчики сами во 2 главе забыли, что у них есть такая механика, и левел-дизайнер просто забыл расставить сейфы. А в 3 главе они, видимо, решили реабилитироваться, но при этом не стали балансить содержимое сейфов под текущие реалии. Очень странная штука. Хотя в целом не такая критичная, это скорее просто забавная мелочь. Помимо пушек, шмоток и артефактов в игре можно найти записки. Часть из них прольет свет на историю мира и разные локальные события, а часть будут полезны в геймплее. Так в игре большая часть записей расскажет о монстрах игры и о том, как их победить. Именно из записок можно узнать, что духов эффективно убивать серебряными патронами, девиц с дробовиком проще убивать в затылок, а не стрелять в маску, а нежить в гробу неплохо бы сначала ударить топором, чтобы разбить доски. В Blood West вообще очень неплохой бестиарий тварей. Каждая из них это не просто рескин, они действительно требуют разный подход в сражении. Обычная нежить двигается быстро и больно царапается. Птицы-люды прыгают из стороны в сторону и стреляют из револьвера. А, например, коллекционер кожи — здоровый и опасный противник, сближаться с которым не очень хорошая идея. Но в силу своих габаритов он быстро выдыхается во время бега, из-за чего ловит станлок. Так что высокий запас выносливости вам пригодится. А мою первую встречу с Виндиго надо было видеть. Огромная тварь, которая одним своим видом вызывает у меня легкую дрожь. Хотя, конечно, под конец игры они совсем не вызывали напряга. Ведь там уже такой арсенал, что ты просто бегаешь и сносишь им башню. В этом плане Blood West под конец игры очень сильно меняется. И если в начале, в первой главе я преимущественно ползал в приседе и пытался убивать врагов из стелса, то уже в 3 главе я просто бегал и стрелял во всех подряд без разбора. Ибо патронов, пушек, золотых монет и алкоголя в моем инвентаре была такая гора, что меня уже ничего не пугало. Помимо обычных тварей в игре есть боссы. Их всего 3, они находятся в конце каждой из глав, и они такие, нормальные. Каждый требует своего подхода. Проклятое дерево из 1 главы бьется щупальцами и неплохо убивается при стрельбе по слабым точкам. А если применить смекалочку и поисследовать локацию, то можно снять этой твари почти все хп еще до начала битвы. Здоровая громадина из 2 главы не особо любит огонь, и для ее устранения желательно выполнить задание на разжигание священного пламени. А финальный дракон просто летает и выпускает атаки, от которых не очень сложно уворачиваться. Но, правда, у него много здоровья, и бой с ним может затянуться. Особенно если вы, как я, забыли самую мощную винтовку в игре в своем схроне. Еще для игры не так давно вышла целая платная DLC — Dead Man's Promise. Дополнение рассказывает отдельную от основной игры историю. Новый главный герой, что является также ожившим мертвецом, новые механики, новая карта болот. В целом DLC вышло неплохое. Новые механики колдовства занимательные и в целом хорошо создают ощущение совсем иного персонажа. Если в оригинале у нас был под контролем какой-то ковбой, то здесь это шаман с кучей соответственных особенностей. Даже завезли отдельную валюту души, которую надо собирать с врагов, а также в целом сеттинг этого DLC выглядит жутковато. Единственная цена DLC, как по мне, кусается.
Стоит оно 550 рублей при ценнике игры в 1000. При этом контента здесь наберется на одну главу из оригинала. А новая карта слишком сильно похожа на лес из второй главы. А даже большая часть врагов — это реюзы. Так что я бы советовал брать это дополнение только если вам очень сильно понравилась оригинальная игра. И хочется еще поиграть во что-то подобное. Но прям откровений я бы не ждал. Новые механики прикольно, новый дизайн нормально, но ничего необычного. Blood West. Я бы не назвал ее идеальной игрой. Как по мне, здесь много своих шероховатостей. Лично мне очень не хватает хоть какой-то динамики и интеракции с миром. Банально коробки потаскать, повзрывать врагов бочками или чего-то такого более иммерсивного. Но при этом назвать игру плохой я также не могу. Здесь добротно сделанный мир, который интересно исследовать, хорошая стрельба, боевка в ближнем бою, интересный стелс, отличная атмосфера и вездесущее ощущение опасности. Если вы любите такие игры, как Stalker или Fallout за элемент исследования мира и процесс выживания, я думаю, вам определенно понравится Blood West. Также игра вполне себе может зайти фанатам иммерсивов. Более того, ее чаще всего и подают как Immersive Sim, как я уже говорил, хотя с этим я согласен лишь отчасти. Для меня в иммерсивах слишком важны интеракции с миром, коих здесь маловато, а скорее даже нету. Но, если вы любите иммерсивы за атмосферу, погружение, выбор стиля игры и прочее, то Blood West вас, скорее всего, порадует. Так что, если все, что вы увидели в ролике, вас не напрягает, советую заценить. По крайней мере, лично я получил огромное удовольствие за свое прохождение, которое продлилось, кстати, всего 15 часов. Но, как по мне, это неплохая длительность для такой игры. Alas, battling the chaos is a long task. Cry for me. Goodbye. Да уж, говорящая лошадь зомби — это последнее, что я ожидал в подобной игре.